Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь рустикальный багет. Для начала сделаем мочку. Для мочки мы будем использовать как семена, так ржаной шрот или ржаную крупу, а также молотые ржаные сухари. Заливаем все водой и оставляем до следующего утра. Сегодня, думая о хлебе Франции, каждый человек сразу вспоминает багеты и круассаны. А тем не менее, багет довольно-таки новое явление в традиции Франции. И относится он примерно к середине XIX века. Также приготовим закваску. Для этого возьмем стартер. Я беру ржаной стартер. Заливаем его водой и, хорошо перемешав, оставляем до следующего утра. Но вернемся к багету. Пшеничная выпечка во Франции существовала и раньше. Но тогда она была основана на закваске, а промышленное производство дрожжей открыло совершенно новые возможности, которые постепенно стали доступны не только богатым и состоятельным слоям общества, но и простым людям. Известный сегодня как багет, в начале 20 века назывался пан де люкс, что означает люксовый или элитный хлеб. На следующий день приготовим опару. Для этого смешаем воду, всю закваску, пшеничную муку и оставим при комнатной температуре до созревания. В XIX веке Гримо де Лареньер, самый известный и первый французский гастрономический критик, писал: «Качество хлеба в столице сильно ухудшилось после революции». Имеется в виду Великая Французская революция в 1789 году. И парижский хлеб, некогда столь известный и справедливо считавшийся первым в Европе, сильно потерял в качестве. Кстати, если вы захотите ознакомиться с трудами Гримо де Лареньера, на русском языке издана его книга «Альманах гурманов», который
он издавал в течение 8 лет и который заложил основы гастрономической критики в том виде, который мы знаем ее сегодня. После этих строк, спустя год, Гримо де Лареньер написал похвальные слова в отношении хлеба одного из пекарей, который назывался Флют, что по-русски означает флейта. Он имел длинный, узкий фасон и, скорее всего, напоминал багеты. Но одновременно он предупредил, что хорошее качество хлеба скорее является исключением, чем правилом. Между тем, мнения иностранных гостей во Франции расходились насчет хлеба. Некоторые по-прежнему считали французский хлеб лучшим, другие были в нем разочарованы. Теперь приготовим ферментолиз. Для этого смешаем опару, муку и воду из холодильника. Но вернемся к нашему историческому экскурсу. После окончания габели или налога на соль, который существовал во Франции с времен Средневековья и вплоть до Французской революции, то есть практически 400 лет, пекари в Париже и на севере страны продолжали использовать гораздо меньше соли, чем на юге Франции, а также в Испании и Италии. И поэтому парижский хлеб казался многим иностранцам чрезмерно пресным. Кстати, сегодня французский хлеб может содержать в себе максимальное количество соли, составляющее 1,8%. Это очень низкий процент по сравнению с другими странами. И это условие закреплено во французском законодательстве. Теперь приготовим тесто. Сначала делаем замес и проверяем тесто на развитие клейковины. Ну вот мы видим, что клейковина у нас еще недостаточно развита, но уже есть зачатки. Добавляем соль, патоку, и продолжаем замес. Мочку мы вносим в самый последний момент, после того, как клейковина у нас уже достаточно развилась. Потому что если мы внесем мочку на более ранней стадии, она у нас просто воспрепятствует созданию каркаса. Если мы зададимся вопросом, был ли тот хлеб, который описывал Гримо де Лареньер, Флют, похожий на современный багет,
то самым главным вопросом будет, а были ли на нем надрезы. Надрезы являются типичной и наиболее характерной чертой багета, помимо длинного узкого фасона и заостренных концов. Если посмотреть на репродукции XVIII века, то мы увидим, что длинные узкие хлеба разрезов не имеют. То есть эта характерная черта современного французского багета появилась только в конце XVIII века, а термин для него «гренье» вошел в обиход только в XIX веке. Раньше, если мы посмотрим на изображение хлеба, то мы увидим, что хлеб не имеет надрезов, а вместо надрезов мы увидим расщелины, трещины, углубления и так далее. Самым известным примером, наверное, будет пан финдю, то есть этот хлеб, который вместо надреза имеет центральное углубление. Такая практика существовала во всех странах Европы, то есть пекари вместо надрезов использовали обмотку теста небольшими кусочками, чтобы создать натяжение, углубление рукой, палкой и так далее. А надрезы появились значительно позже. Выкладываем тесто в емкость для брожения, в контейнер. Вот мы видим, что состояние теста у нас отличное. Мочка у нас хорошо интегрировалась в тесто. Клейковинный каркас у нас отлично развился. Накрываем и оставляем на брожение. При необходимости нужно сделать 1-2 складывания. Хотелось бы заметить, что все рецепты, которые есть на канале и которые я замешиваю при помощи тестомеса, с таким же успехом могут замешиваться и вручную. Только вместо того, чтобы использовать тестомес, вам придется делать складывание на протяжении всего времени брожения каждые полчаса. В этом состоит разница, и клейковинный каркас у вас будет полностью развит только по окончанию времени брожения. Делим тесто на равные куски. Делаем небольшую предформовку, стараясь сохранять в тесте газ. Существует много различных способов формирования багета. Вот современный способ формирования багета таков, что мы не выбиваем газ из теста, как это требует классическая технология, а стараемся работать аккуратно и сохранять в тесте газ. Также влажность теста у нас значительно более высокая, чем влажность для традиционного багета. За счет того, что мы используем мочку, а также ржаной шрот, тесто очень хорошо держит влагу, и багет затем долго остается свежим.
Вот так вот осторожно подтягиваем. Опять же, стараемся сохранять в тесте газ. Аккуратно раскатываем. Делаем заостренные концы. Скорее всего, эти багеты можно назвать деми-багетами, потому что традиционный багет имеет больший размер. Если где-то у вас образуются пузырьки газа, просто их удаляйте. Выкладываем все на куш, присыпанный мукой, и оставляем на расстойку. По окончании расстойки выкладываем багеты на пергаментную бумагу и выпекаем. Разрезы делаются различные. Рустикальные багеты зачастую делаются с одним продольным надрезом. И, честно говоря, мне такой надрез тоже больше всего нравится. Это очень вкусные, долго не черствеющие багеты, которые имеют достаточно сложный и насыщенный вкус, благодаря тому, что в нем присутствует как мочка из семян, так и ржаной шрот. Я настоятельно рекомендую вам испечь этот багет и надеюсь, что этот рецепт был вам полезен. Пеките на здоровье!